Всем привет! С вами канал Феерия Вкуса Рецепты. Меня зовут Евгения, и сегодня из самого тонкого и дешевого сала готовлю ресторанный деликатес, вкуснее которого просто не бывает. А чтоб сало получилось очень вкусным, подпишись и поставь лайк. Поехали! Для рецепта понадобится самое тонкое и дешевое сало, которое найдете на рынке. В моем куске сала кое-где есть мяско. В этом нет плохого, наоборот, деликатес получится еще более сытным и вкусным. Делаю на сале надрезы по диагонали, не дорезая до конца. Также делаю поперечные надрезы. Из специй мне понадобится приправа для шашлыка. Всего 1 чайная ложка. В составе приправы уже имеется соль, поэтому сало больше не солю. Также для пикантности посыплю сало молотым перцем. Специй не жалею, так как в моей семье их очень любят. Тем более, что сало со специями – это невероятно вкусно. Какое сало без чеснока, спросите вы? Поэтому беру 4 зубчика этого чудного овоща. Пропускаю через пресс. Если у вас нет чеснокодавки, можно подавить чеснок ножом или мелко порубить. Также можно натереть на терке. Наш красивый кусок сала натираю тщательно чесночком. Ух, и ароматы пошли! Беру несколько веточек петрушки и укропа. Свежий запах зелени с сальцом лично мне напоминает запах свежеиспеченных пампушек. Обильно посыпаю сало зеленью. Беру 250 граммов фарша. У меня свиной. Хотя можно использовать любой фарш, но со свиным деликатес получается сытнее, а вкус более насыщенный. Распределяю фарш по куску. Кстати, мне не хватило 250 грамм, можно было взять 300-350, чтобы хорошенько заполнить пространство на сале. Одна средняя морковь добавит закуске совсем немного сладостей и сбалансирует вкус. Режу ее вдоль пополам и на продольные полоски. У меня полоски не тонкие. Нравится, когда вкус моркови хорошо чувствуется. Кстати, у меня новая доска из дуба. Напишите в комментариях, как ухаживать за деревянными досками, чтобы они долго прослужили. Подсаливаю сверху фарш. Разрезаю пополам кусок. Это делается, чтобы потом соединить две половинки. Выкладываю полоски моркови. И теперь наступил самый важный эпический момент. Оп, немного выпала морковь и фарш, я не растерялась и засунула ее обратно. Беру рукав для запекания или любой пакет. Также понадобится толстая нить, чтобы перетянуть сало.
Убираю сало в рукав. К рукаву шли вот такие завязки. Затягиваю рукав плотно с обоих боков. В большую кастрюлю наливаю воду. Учитывайте то, что при погружении сала оно будет выталкивать воду, поэтому с водой не переборщите, чтобы потом не отбирать. Погружаю пакет с салом. Кстати, завязки к рукаву оказались бесполезными. Я перевязала бока нитью. Сало варится 2 часа после закипания воды. Периодически его нужно переворачивать, так как половина сала будет над водой. На следующее утро мое сало уже готово. Оно хорошо остыло. Разрезаю нить. Вот так сало выглядит в разрезе. Разрез просто шикарный, правда же? Аромат стоит просто крышесносный. Нарезаю деликатес на тонкие ломтики. Как видите, закуска немного разваливается, если резать ее тонко. Вполне возможно, это из-за того, что сало у меня подкопченое. Поэтому попробуйте приготовить эту закуску из обычного сала. С горяченьким борщом да хлебушком. Такое сало можно съесть за обе щеки, даже не заметив. Если рецепт сальца понравился, подписывайся на канал, ставь лайк, не забывай нажимать на колокольчик под видео. Всем хорошего настроения и приятного аппетита!